Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем тестировать воздушный компрессор фирмы Intertool. Марка его RT2010. В прошлом видео рассказывал о компрессоре RT3004. Это хороший компрессор, но оказалось, он дает меньше воздуха, чем заявлено производителем. Примерно на 30%. Смотрим, что же с этим компрессором. Это младший его брат. Пробуем с ним разобраться. Посмотрим, что же в нем внутри. Судя по надписям, этот компрессор имеет производительность 206 литров в минуту, 24 килограмма весит. Ну и здесь 220 вольт у него питание, фильтра, 8 атмосфер максимальное давление создаваемое и потребляемая мощность 1,5 киловатта. Емкость ресивера 24 литра. Проверим, так же так это или не так. Внутри есть компрессор, который переложен прокладками. Они выполнены из пенопласта для того, чтобы он не повредился. Поэтому необходимо теперь аккуратненько достать. Здесь есть небольшой набор аксессуаров. Это два колесика, которые выполнены, в принципе, из довольно плотной пластмассы. И пакетик с комплектующими. Здесь находится фильтра, один фильтр, потому что у нас компрессор однопоршневой. Есть клапан, который устанавливается на заглушку, на картер двигателя. Есть оси колес и гайки, которые их крепят. Также инструкция в наборе, гарантийный талон и паспорт посудины. Вот такой нехитрый набор. А это упор для того, чтобы компрессор стоял впереди на мягкой части и не дребезжал. Фильтр очень простой. Здесь у него слабое место. Это вот эта резьба пластмассовая. Если бахнуть по нему, то здесь в этом месте ломается. Внутри фильтра поролоновый вкладыш, ничего не пропитано, даже какие-то кусочки вот поролона, которые надо удалить, чтобы они не попали в компрессор. И вот все просто и сердито. Сначала необходимо установить колесики на свое место. Снимаем упаковку. Немножечко наклоняем в сторону компрессор и начинаем устанавливать колесики. Они устанавливаются в эти отверстия с выступами. Довольно отверстия плотные, поэтому не так легко в них попасть. И теперь с помощью шайбы и гровера, который подкладываем с задней стороны, сначала шайба, потом гровер, гайкой закручиваем. С помощью крестообразной отвертки поддерживаем болт и затягиваем гайку. Как видно, закручена гайка до конца по резьбе, но люфт колеса все равно остается, буквально 2,5 мм. Это, конечно, не критично, потому что компрессор не очень большой и на колесико нагрузка небольшая. Теперь осталось поставить упор, который находится впереди, вот здесь. Причем слышно здесь характерное шипение, возможно, это окалины при сварке. Слышно, как шипит. Ну, судя по отзывам, это не критично и не влияет на работу компрессора. Устанавливаем таким образом упор. Здесь будет снизу вставляться болт таким образом, а сверху будет гайка, которую затянем. Здесь используется ключ на 13. В этом случае там закручиваем, наживляем гайку
Затягиваем ключиком окончательно. Прикручено. Как видим, все упоры снули на свое место. В нижней части есть болт, пробка для сливания жидкости воды, которая образуется в ресивере. Следующим этапом будет заливка специального масла для компрессоров, которое имеет такую фасовку литровую, и сюда в принципе вмещается около 200 грамм. При этом откручиваем пробку, которая подписана, что нужно ее выкрутить и включить специальный клапан и залить сюда масло. Вот видно, наверху остался пузырек воздуха, значит мы наполнили все правильно. Теперь необходимо установить специальный клапан, который служит для вентиляции картера. Это такой клапан, и вот какой-то шарик, и он служит для сброса лишнего воздуха, чтобы его не давило в поршневую систему. Следующим этапом будет установка фильтра воздушного. Он накручивается с правой стороны компрессора и должен быть закручен полностью. Всасывающее отверстие должно быть вниз, чтобы никуда не попадала вода и всякий мусор. Для работы с компрессором я приобрел такой шланг 10-метровый, тоже фирмы Intertool. Вполне дешевый, стоит порядка 90 гривен. И в принципе у него зажимы запрессованные. Конечно, это минус, потому что потом в случае их поломки невозможно будет заново переставить, придется покупать съемные. Но в принципе по цене это очень недорого. Осталось проверить, какова же реальная его производительность. Для этого нам понадобится калькулятор, понадобится секундомер и сам компрессор. Суть испытания заключается в том, чтобы включить его в сеть и подождать, пока он наберет свое рабочее давление максимально 8 атмосфер. После того, как он его наберет, можно будет, это 24 литра, объем ресивера, поделить на время его наполнения, и мы узнаем примерную производительность компрессора. Включаем компрессор, засекаем время и ждем, пока выбьет защита на 8 атмосферах. Время накачки составило минута 45. Теперь делим 24 на минуту 45. Исходя из расчетов, получилось 165 литров в минуту. Это реально его производительность на выходе. Хотя на входе заявлено 206 литров в минуту. Это есть его реальная цифра. Исходя из этого, этот компрессор пригодится для бытового использования, который не требует очень большой производительности и давления. Поэтому я его буду использовать совместно с тем компрессором, который у меня был R004. Это очень хороший, мощный, и вдвоем они будут способствовать нормальной работе пеноизольной установки. Мы были на канале Деломастера Боится, смотрели видеообзор краткий воздушного компрессора R2010. Это вполне нормальный компрессор, и для бытового использования подойдет. Небольшой, маленький и компактный. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.